Всем привет, меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал. Если хотите научиться вязать такую же сумку, то досмотрите это видео до конца, будет интересно, подробно и все понятно. Итак, давайте поближе рассмотрим эту сумку. Вот такая вот она у нас получается. И теперь давайте поговорим о материалах. Во-первых, все свои материалы я заказывала на сайте пряжа Центр РФ. Ссылочку я оставлю вам в закрепленных комментариях. Там же внизу будет промокод на скидку 10% при каждом заказе. Теперь что же нам понадобится из материалов? Во-первых, это дно. Оно у меня идет 21 на 12 сантиметров. Дальше клапан. Клапан идет 20 сантиметров ширина и 15 сантиметров высота. Клапан у меня бархатный, не глянцевый, вообще очень приятный на ощупь, мне так он понравился. И классно вообще сочетается с этим цветом шнура. Дальше нам понадобится 2 кольца карабина, 35 миллиметров минимум. То есть это может быть 40 миллиметров или 45 миллиметров, какие вам больше понравятся, но не меньше, потому что вот здесь нам придется протыкать очень много полотна, поэтому нужно взять кольцо побольше. Итак, 2 кольца карабина, минимум 35 миллиметров, чтобы одеть нашу ручку или цепочку. Дальше цепочка 120 сантиметров, стандартная, это может быть также и ремешок из кожи, это может быть и вязаная какая-нибудь ручка длинная, да, чтобы носить сумку через плечо. Для вязания такой ручки понадобится нам 2 вот таких вот карабина для ручек, они продаются в любом магазине для рукоделия, определенного названия какого-то у них нету. В основном во всех маркетплейсах пишут либо просто карабин, либо карабин для ручек. Имейте в виду, они в основном продаются поштучно, нужно именно 2 штуки, чтобы, сами понимаете, с обоих концов ручки их присоединить. Еще такой момент по вязанию ручки. Как ее вязать, я в этом видео показывать не буду, потому что у меня уже есть отдельное видео на канале по вязанию такой ручки, поэтому ссылочку я оставлю вам где-нибудь в этом или в этом углу. Также эта ссылочка будет в описании, поэтому переходите, смотрите. Связать такую ручку можно любой длины, то есть у меня данная ручка получилась 40 сантиметров. Вы можете сделать ее короче, можете сделать ее длиннее, да, допустим, чтобы вот так вот на плечо ее одевать. В принципе, она и так хорошо одевается на плечо, но совсем неудобно ее носить так, потому что ручка достаточно короткая. Вот, поэтому здесь решать только вам. Замок точно так же может быть любой, круглый, квадратный, треугольный, там все это не важно. Самое главное, чтобы это нравилось вам, потому что сумку носить вам. И такой немаловажный момент, фурнитура должна быть одного цвета. То есть если у вас золотой замок, значит кольца, цепочку и вот эти вот карабины для ручки вы берете именно золотого цвета. То же самое касается это и бронзы, и никеля, и так далее. То есть вся фурнитура должна быть одного цвета. Ну и теперь самый важный материал для вязания нашей сумки – это шнур. Вязала я эту сумку из шнура 4 миллиметра, карамель Дольче, который также можно приобрести на сайте пряжа Центр РФ. Цвет шнура, который я использовала, называется Зефир. Полностью на сумку с ручкой у меня ушло ровно 2 мотка. По составу и так далее. Толщина нити 4 миллиметра, длина 100 метров. И вес 200 грамм. Это декоративная полимерная нить. Также эту сумку можно связать из любого другого шнура, но не меньше 4 миллиметров. То есть, если вы будете использовать шнур 2 миллиметра, 3 миллиметра, она не будет так хорошо держать форму. Она будет очень мягкая, и рисунок не получится такой ярко выраженный. Это может быть шнур 5 миллиметров. У меня вот здесь для примера есть шнур карамель, также от сайта пряжа Центр. Получается, толщина нити 5 миллиметров, длина 75 метров. Будьте внимательны. Если на сумку с ручкой полностью у меня ушло 200 метров, соответственно, здесь у вас расход увеличивается, и понадобится вам уже 3 мотка шнура 5 миллиметров. Также это можно использовать и трикотажную пряжу. Кстати, очень шикарно смотрится этот рисунок из трикотажной пряжи. У меня здесь вот такой вот моток трикотажной пряжи Бисквит для примера, да. Так, здесь идет у меня состав хлопок стопроцентный, длина нити 100 метров, то есть в мотке в этом 100 метров, и вес 330 грамм. Ширина нити 7 миллиметров. Здесь по расходу вам понадобится 2 мотка, но они не уйдут у вас полностью, потому что объемная нить, и, соответственно, здесь у вас... В принципе, можно уложиться и в один моток именно сумку, и совсем немного вам понадобится на ручку. Но ручка, опять же, повторюсь, может быть любая. Вы можете сделать ее вязаную, можете использовать уже готовую ручку, можете просто взять клапан с ручкой. На сайте пряжа Центр продаются такие клапаны с ручкой. В предыдущих своих мастер-классах я вам их показывала, поэтому
Здесь все это дело будет зависеть только от вашей фантазии. Чуть не забыла про крючки. Я использовала два размера крючка. Во-первых, крючок 3,5, который понадобится для обвязки дна и привязывания клапана. И основной крючок номер 5 для вязания основного узора сумки. Тут, кстати, тоже будьте внимательны и крючок подбирайте в соответствии с диаметром вашего материала. Если это будет шнур 5 мм, тогда, конечно, лучше взять крючок номер 6. Но если у вас плотность вязания слишком слабая, да, и нужно чуть-чуть потуже вязать, тогда лучше, конечно, взять крючок номер 5. Дальше, если это трикотажная пряжа, да, тогда лучше берите крючок номер 6 или даже 7, потому что достаточно объемная нить, и если вы возьмете крючок номер 5, рискуете очень сильно все это дело затянуть. В принципе, опять же, все это будет зависеть от вашей плотности вязания, поэтому имейте в виду, крючок подбирайте в соответствии с вашим материалом. Если у вас во время просмотра или после, или даже перед просмотром возникнут какие-либо вопросы, обязательно пишите их в комментариях, всем отвечу, помогу. Также в описании я оставляю полный список своих соцсетей, куда вы можете отправлять фотографии ваших проблем. В комментариях, к сожалению, нельзя прикрепить фото, чтобы было более понятно, что именно у вас не получается, поэтому можете отправлять мне в личку, в Инстаграме, в Телеграме, ВКонтакте, любую соцсеть, которая вам удобна. Пишите мне в личку, отправляйте фотографии, я обязательно вам всем помогу. Также полный список материалов я оставлю вам в описании, поэтому давайте избежим кучи ненужных вопросов. Откройте описание видео и почитайте там все внимательно, потому что там зачастую бывает очень много полезной информации, и можно найти почти все ответы на ваши вопросы в комментариях. Поэтому давайте будем дружненько читать описание, прежде чем задавать ненужные вопросы. Ну и под конец, перед тем, как перейти уже к основному вязанию сумки, хочу сказать вам спасибо за все ваши лайки, комментарии, мне очень приятно. Подписывайтесь на канал, если вам интересно, чтобы не пропустить новых других видео. Ну и если вам понравится это видео, не забудьте поставить лайк. А теперь пойдем вязать. Смотрите, как обвязывать дно я вам показывать не буду, потому что здесь, в принципе, нет ничего сложного, я покажу вам сразу схему. Схема очень-очень простая, вы можете себе нарисовать точно такую же, используя также свое дно. Дно у меня, я напомню, 21 на 12 сантиметров. И теперь давайте покажу схему. Вот такая вот схема. Можете поставить на паузу и переписать себе, как нарисовать себе такую схему. Берете обычный лист А4, берете ваше дно. Вот у меня есть такое дно, тоже 21 на 12 сантиметров, не обвязанное. Выкладываете вот таким вот образом на ваш листик и обратите внимание, просто обводите ручкой ваше дно, также обводите дырочки. И вот что у вас получается. Также смотрите, вот здесь я провела линии, отметила, получается, крайние центральные дырочки. Вот здесь между каждым центром у меня по 10 дырочек осталось. И теперь смотрите, данная схема для шнура 4 мм. Если вы будете использовать для вязания шнур 5 мм, тогда ваше дно лучше обвязать вот таким вот образом. Так как шнур 5 мм, он больше в объеме, поэтому немного другая схема. Тоже можете поставить на паузу, также перерисовать себе и обвязать свое дно. Ну а теперь давайте пройдемся по схеме. Как здесь вязать? Вот таким вот образом мы с вами находим вот эти вот центральные столбики свои, вот они. Можете отметить маркером, чтобы не запутаться. И смотрим, здесь прибавка, прибавка, далее один столбик, далее прибавка и здесь прибавка. Снова 1, 1, прибавка, прибавка, 1, 1. Дальше идет 4 прибавки подряд. 1, 2, 3, 4. Дальше у нас перед центральным столбиком один одинарный столбик. И в центре мы вяжем прибавку. То же самое мы повторяем с этой стороны. 1, 4 подряд. Через 1. Получается, вот здесь по прямой мы с вами чередуем через 1. И вот здесь вот то же самое повторяем в зеркальном порядке. То есть здесь, в принципе, ничего сложного. Теперь давайте продолжим. И смотрите, для обвязки дна я использовала крючок номер 3,5. Вот так. Здесь, в принципе, можно использовать любой крючок, который пройдет сквозь вот эти вот дырочки. Но не забываем о том, что у нас есть прибавки. И нужно использовать крючок, который не совсем впритык проходит. Для вязания стенок сумки я буду использовать крючок номер 5. Также можете взять крючок 5,5, там в принципе разница небольшая. И не забываем оставить хвостик для закрытия ряда. Вот он, видите у меня. Теперь
У меня остался последний одинарный столбик, я довязываю его и закрываем ряд нашим хвостиком. Смотрите, рабочую нить мы убираем, берем наш хвостик и провязываем вот этот вот последний столбик хвостиком и нить полностью вытягиваем. Вот так. Видите, вот это вот наша рабочая нить, она ходит свободно. Хвостик мы вытянули вот сюда. Далее, с изнаночной стороны, получается, вставляем крючок под самую первую вершину. Вот у нас самый первый столбик и вот его вершина. Захватываем нить и вытягиваем ее на изнаночную сторону. Вот таким вот образом, видите, у нас сформировалась такая полупетелька. С обратной стороны у нас есть вот такие вот перемычки у каждого столбика. Это вот эти вот петли, которые заходят на изнанку, проходят вот здесь и выходят сюда. Вот под эту вот перемычку, под эту петлю мы вставляем крючок, самый последний столбик, откуда мы изначально вытянули наш хвостик, и в середину вершины. Захватываем наш хвостик и вытягиваем его наизнанку. Вот таким вот образом. Смотрите, как это все у вас должно будет получиться. Вот такое вот аккуратное, красивое и бесшовное соединение. Берем крючок номер 5 и продолжаем вязать стенки сумки. Хвостик убираем, он нам не нужен. Берем рабочую нить, вот она. И смотрите, как в принципе так же, как и во всех сумках, мы поднимаем стенки. Первый ряд у нас вспомогательный, просто столбики без накида. Вот у нас самый последний наш столбик, видите, откуда выходит хвостик. Мы вставляем крючок вот таким вот образом, видите, в середину вершины. И заходим вот под эту же перемычку, за которую мы с вами вытягивали наш хвостик. Захватили нить, вытянули петлю, провязали. Далее. Вот, видите, это петля, которую мы сформировали нашим хвостиком. Она немножко слабая, это ничего страшного, потом она у нас затянется после второго ряда. Далее, снова в середину вершины, сзади под перемычку, вытянули на одном уровне с уже имеющейся петлей на крючке и провязываем. Далее, следующая петля, снова в середину, с обратной стороны под перемычку. Вот так вот у вас это должно будет выглядеть. Захватываем нить, вытянули на одном уровне с уже имеющейся петлей на крючке, провязали. Вот таким вот образом мы с вами вяжем в каждую петлю без прибавок по одному столбику. Снова середина, сзади под перемычку, захватили нить, вытянули, провязали. Здесь вот в этих местах, когда мы поднимаем с вами первый ряд, крючок немного туго заходит под перемычки вот эти вот, под наши петли, потому что обвязку мы с вами делали крючком меньшего размера. Так что здесь не пугайтесь, дальше все будет намного легче. Это только первый ряд. Далее, думаю, справитесь самостоятельно, до конца ряда провяжете сами, и я еще раз покажу вам, как закрыть ряд. Смотрите, я довязала до конца ряда, у меня остался последний столбик, которым мы будем с вами закрывать ряд. И как мы это будем делать? Сейчас я вам покажу еще один способ, более простой. То есть мы вытянули петлю, дальше рабочую нить убираем и берем наш хвостик, а на хвостик одеваем иглу. Вот таким вот образом, смотрите, мы вставляем иглу. Вот так. И вытягиваем. Вот что у нас получилось. Далее мы вставляем иглу вот сюда, под вершину, получается. И вытягиваем. Видите, у нас получилась такая же полупетля, как и в самом начале. И вот здесь, вот у нас выходит наш хвостик. В последний столбик мы вставляем иглу вот таким вот образом. Сначала в середину вершины, вот так. И сзади под перемычку. То есть мы с вами шьем нашу последнюю петельку, нашу последнюю вершину. И вот посмотрите, что у вас получится. Здесь, в принципе, ничего сложного. Это такой вот способ, если вам сложно понять, как закрыть это все крючком, вытягивая петли, вы можете это все просто шить. Берем рабочую нить и переходим к вязанию первого ряда рисунка. И теперь смотрите. Вот у нас та самая вершина, которую мы с вами сформировали. Под нее вставляем крючок. Захватываем нить и вытягиваем столбик. Что мы делаем дальше? Смотрите, вот этот вот столбик
в вершину которого мы с вами провязали сейчас столбик, мы пропускаем. И вот он, следующий наш столбик идет, получается. Под него, в основании этого столбика, точно так же, как мы с вами обвязывали ряд, в середину вот этой вот петли, мы вставляем крючок и вытягиваем длинный столбик. Аккуратненько это все дело выкладываем и провязываем. Смотрите, чтобы у вас вот так вот они не перекручивались, поправляйте их. Далее, вот у нас вершина идет следующего столбика. Вставляем крючок под вершину, захватываем нить и вытягиваем столбик. Вот так. Далее, в основание следующего столбика мы вставляем крючок и вытягиваем один длинный столбик. Вот так. Проверяем все это дело, чтобы у нас нить не перекрутилась, столбик был ровный. И провязываем длинный столбик. Вот что у нас с вами получается. Далее чередуем. Сначала один короткий столбик в вершину. И в основание следующего провязываем длинный столбик. И обязательно смотрим, чтобы он не перекрутился. Вот так. Все это дело хорошенько поправляем. Снова короткий столбик. Далее в основание следующего вяжем длинный столбик. Видите, если вот так оставите, то у вас вот здесь вот получаются крестики вместо галочек. Вот так вот это все нужно будет поправлять. И вот таким вот образом мы с вами вяжем весь наш ряд. Чередуем один короткий, один длинный, один короткий, один длинный. Начали мы с вами с короткого столбика и закончим мы с вами длинным столбиком. Сейчас покажу. Смотрите, я довязала до конца ряда, у меня осталось 2 вершины, последние 2 столбика, и проверяем как раз себя. Не пропустили ли вы где-нибудь столбик, возможно провязали лишний, возможно случайно ошиблись, да, то есть обязательно себя проверьте, пересчитайте все свои столбики. И вот здесь получается, смотрите, предпоследний столбик мы вяжем короткий, вот так, и последний столбик у нас идет длинный. И закрываем ряд хвостиком. Берем наш хвостик, вытянули сюда. Далее с обратной стороны вот сюда. Закрытие ряда выбирайте самый удобный для вас способ. Как вам удобно, так и закрывайте. Просто вот именно данным способом, когда вы закрываете ряд хвостиков, у вас не видно, вот здесь, видите, никаких изменений, не получается никаких бугров вот здесь вот в этом месте, и все ровно и аккуратно. Итак, мы закрыли ряд и переходим к вязанию второго ряда рисунка. Это уже у нас будет 3-й ряд стенок сумки. Итак, отделяем хвостик от рабочей нити, берем рабочую нить и смотрите, второй и все последующие ряды рисунка вяжутся точно так же, только с одним исключением. Мы вяжем в шахматном порядке, то есть где у нас был короткий столбик, мы вяжем длинный, где длинный столбик, там вяжем короткий. Начинаем мы с вами с длинного столбика. Вот он, самый последний наш столбик. Вставляем крючок под вершину этого длинного столбика, захватываем нить и провязываем короткий. Далее у нас идет короткий столбик. В основании этого короткого столбика, вот смотрите, между ними, вставляем крючок и вытягиваем длинный столбик. Поправляем все это дело и обязательно вытягивайте на одном уровне с петлей на крючке. Продолжаем дальше. У нас идет длинный столбик предыдущего ряда. В его вершину мы вяжем короткий столбик. Далее у нас идет короткий столбик предыдущего ряда. И в его основание, то есть вот сюда, под него, мы вставляем крючок и вытягиваем длинный столбик. Поправляем, чтобы у нас столбики были ровными, не шли крестиком. И вот все у нас получается. Вот такой вот красивый рисунок. Далее снова у нас идет короткий столбик и длинный столбик. Поправляем. Снова короткий столбик и длинный столбик. И поправили. Не забываем поправлять, чтобы у нас вот эти вот наши длинные столбики были одинаковыми и аккуратными. Вот такой вот
Очень простой рисунок у нас с вами получается. Следующий ряд мы вяжем точно так же. Где у нас были короткие, мы вяжем длинные. Где были длинные, вяжем короткие. Думаю, с этим вы справитесь самостоятельно. А я пока довяжу ряд до конца и покажу вам еще раз на всякий случай третий ряд рисунка. Вот смотрите, я довязала ряд до конца. Вот так вот у нас будет выглядеть второй ряд рисунка. И получается это третий ряд стенок нашей сумки. Теперь переходим к вязанию третьего ряда. Давайте еще раз покажу, как он вяжется. Здесь ничего сложного. Мы повторяем то же самое. Чередуем через один длинный и короткий столбик. Находим последний наш столбик. Вот он длинный. Вставляем крючок в его вершину. Захватываем нить и вытягиваем короткий столбик. Далее чередуем под короткий. Мы вставляем крючок и вытягиваем длинный столбик. Вот так. Провязали. Далее вершину длинного мы провязываем короткий. Далее снова у нас идет короткий. Под него мы вставляем крючок, проверяем. Длинный столбик. Далее короткий. И снова длинный. Вот так. Снова короткий. И снова длинный. Обязательно смотрим, чтобы нить не перекрутилась и не получилось вот такое вот. Все это дело хорошенько нужно поправлять. И вытягивать только ровные и одинаковые столбики. Вот так вот выглядит третий ряд нашего рисунка. Таким образом вяжите на ту высоту, которая вам понравится. Сумку носить вам, поэтому решать это все только вам. Сколько рядов связать, какой высоты будет ваша сумка и так далее. Поэтому здесь вы решаете сами и провязываете столько рядов, сколько вам нужно. Свое количество я обязательно вам скажу, сколько я провяжу рядов. И высоту в сантиметрах я тоже вам это все покажу и объясню сейчас. Вот смотрите, я провязала 22 ряда в высоту, и вот что у меня получилось. Давайте измерим. Получается, от самого начала у меня 19 сантиметров сумка. Теперь осталось сделать последний 23 ряд окантовочный и соединительными столбиками пройтись по краю, чтобы сделать такой декоративный вид сумки, во-первых, и во-вторых, привязать клапан. Так, по остаткам, смотрите, вот такой вот у меня остаток нити. Как мы вяжем последний ряд? Смотрите, находим наш последний столбик, вот он, и вставляем крючок в середину, то есть раскалываем его пополам, в раскол. Захватываем нить и провязываем первый столбик. Далее у нас идет следующий столбик. Мы вставляем крючок, точно так же делаем длинный столбик. Вот так. Вот что у нас получается. Дальше вот здесь мы вязали с вами в вершину, теперь вяжем в раскол большого длинного столбика. Вяжем галочки. Вот таким вот образом мы делаем красивое, аккуратное завершение ряда, чтобы у нас не было вот этих вот промежутков и дырочек. Далее у нас идет длинный столбик в основании. То есть здесь все просто. Если раньше мы вязали под вершину, теперь мы вяжем в середину нашего длинного столбика. И вот таким вот образом провязываем с вами до конца ряда. Вот смотрите, вот такой вот красивый ряд у нас получается. И вот здесь вот нет у нас никакой дырочки между столбиками, как если бы мы с вами вязали в вершину. Здесь мы все спрятали, теперь осталось сделать красивый окантовочный ряд соединительными столбиками, и в этом моменте мы с вами будем привязывать наш клапан. Вот такой вот я выбрала клапан бархат. Не знаю, как передастся, не передастся. В общем, он очень приятный на ощупь, не глянцевый. Цвет Барби вообще шикарный. Не знаю, получится передать, не получится. Но он очень такой приятный цвет. Мне очень понравился, как он сочетается вот с этим вот цветом зефир. Теперь, смотрите, я здесь уже разметила все маркерами. И теперь давайте объясню, куда и что и сколько вставлять маркеров. Во-первых, по кругу. После того, как мы с вами обвязали дно, да, вот здесь вот мы с вами, когда его обвязывали, у вас должно будет получиться 72 столбика. Точно так же, если вы вязали все правильно, то есть без изменений, нигде не ошиблись, у вас вот здесь по кругу должно получиться точно так же 72 столбика. Далее делим визуально пополам, то есть можно прям вот так положить сумку, ровно дно выложить, и получается вот таким вот образом сложили. У меня вот здесь
Получается, так как четное количество столбиков, я отметила по 2 маркера. То есть, если 72 разделить на 2, получается 36. Я одела маркер в первый столбик, и вот здесь в 36-й. То же самое здесь. Первый столбик и 36-й. Поэтому у меня с этой стороны стоит по 2 маркера, чтобы не запутаться. Далее нам нужно сделать вот такие вот загибы, да, для того, чтобы у нас складывалась сумка и получилась вот такая вот красивая форма мешочка, такой мини-рюкзачочек, чтобы вот здесь все у нас было очень красиво. Как я это все высчитала? Для начала я примерила клапан, да, то есть мне нужно было знать точное место, где у меня будет клапан, чтобы у меня вот здесь после клапана, да, вот так, давайте покажу, получается, да, когда мы соберем сумку, вот здесь не было никаких сильных таких торчашек, только место для карабина ручки. От каждого маркера, получается, вот здесь вот у меня в центре стоит 2 маркера. Я отсчитала 1, 2, 3, 4, 5 столбиков и в 6-й вставила маркер. То же самое здесь. 1, 2, 3, 4, 5 и вот он в 6-м стоит маркер. Это получается тот столбик, который я закрыла хвостиком. Теперь то же самое я повторила и с этой стороны. Смотрите, вот он маркер. 1, 2, 3, 4, 5 и в 6-м стоит маркер. И здесь то же самое. 1, 2, 3, 4, 5 и в 6-м стоит маркер. Эти маркеры это наши сгибы. То есть вот таким вот образом у нас будет сходиться наша сумка. Далее, получается, я выбрала себе сторону, куда буду привязывать клапан. И вот здесь от маркера загиба я отступила 1 столбик и во 2-й поставила маркер. То же самое я повторила и здесь. Получается, они стоят через 1 столбик. И вот здесь в промежутке, если не считать те столбики, которые отмечены маркером, у меня получается 18 столбиков, которые я как раз заложила на свой клапан. Обратите внимание, вот они. Все сходится идеально. Теперь начинаем обвязывать. Эти маркеры нам, в принципе, мешать не будут. Соединительные столбики вяжутся под вершину, поэтому здесь нам ничего не помешает. Вставляем крючок также под вершину, как если бы мы продолжили вязать дальше ряды, захватываем нить, и если раньше мы бы провязали вот так столбик, теперь мы вяжем соединительный, то есть мы сейчас ничего не провязываем и вставляем крючок под следующую вершину, вот таким вот образом. Захватываем нить, и теперь смотрите, у нас 2 петли на крючке, и мы вот эту протягиваем через вот эту, вот таким вот образом. Соединительный столбик готов. Далее, следующий. Вытянули 2 петли на крючке, вот этот протягиваем через предыдущий. Следующая вершина и протянули. Вот что у нас с вами получается. Далее следующая вершина и протянули. И таким образом нам нужно с вами дойти до того маркера, где мы отметили привязывание клапана. И вот я подошла к тому месту. Теперь вот с этого столбика у меня будет начинать привязываться клапан. Смотрите, что я делаю. Я вытягиваю вот эту петельку и завожу крючок с изнаночной стороны под следующий столбик. То есть, если бы мы продолжили вязать, мы бы вставили крючок вот так. А теперь я вставляю крючок вот так. Захватываю вот эту петельку и вытягиваю ее наизнанку. Вот что у меня получилось. Дальше, после того, как мы вытянули нашу петлю на изнаночную сторону, мы ее подтягиваем и провязываем вот такую вот воздушную петлю. То есть закрепляем ее здесь. Теперь эту петлю вытягиваем и берем крючок поменьше, будем привязывать клапан. Вставляем крючок в первую самую дырочку и вытягиваем петельку. И придерживаю. Вытянула ее, сзади подтянула, чтобы у меня ничего не разошлось. И начинаем привязывать клапан точно так же соединительными столбиками. Обратите внимание, как здесь все красиво и аккуратно спрятано. И вот эта вот часть нашего клапана, она не стянется, она не будет вылазить, топорщиться. Поэтому такой способ мне в последнее время нравится больше всего. Итак, далее вытянули петельку. Вставляем туда, куда заходит крючок. Потому что, обратите внимание, дырочки у нас вот здесь вот расположены далеко, а столбики очень близко. Все это зависит от материала, который вы выберете. Получается, если вы будете вязать шнуром, допустим, 5 мм или трикотажной пряжей, то вы можете попасть в количество дырочек. Особенно если трикотажной пряжей, тут по-любому попадете. Получается вершина, дырочка, вершина, следующая дырочка. А здесь, посмотрите, шнур у нас 4 мм, и мы не можем себе позволить попасть в каждую дырочку, поэтому мы вставляем крючок туда, куда он заходит. И обязательно
вставляем вот так вот, чтобы он заходил под вот эти вот перемычки от столбиков, чтобы он держался намного лучше, потому что если мы вставим вот в эту вот часть, да, получается, под вершину, она у нас может со временем вытянуться, и будет это все дело некрасиво смотреться, видите? Итак, продолжаем вязать. Все это дело хорошенько придерживаем, захватываем нить, вытянули петлю и протягиваем. Вот так это у нас, получается, будет выглядеть. Далее, следующий столбик, вставляем крючок. Сзади проверяем, чтобы выйти не в вершину, а вот таким вот образом, чтобы зацепить. Либо в середину вставляем крючок, чтобы выйти вот таким вот образом, либо вставляем вот в это место. Получается, захватываем только часть столбика, не в середину, но зато захватываем, видите, вот эту вот нашу перемычку. Лучше, конечно, вот таким вот образом привязывать. Захватываем нить, вытягиваем следующий столбик и провязали. Вот как это будет выглядеть. Далее захватываем, вытягиваем и провязываем. Вот эти вот петельки старайтесь сильно не затягивать, чтобы ваш клапан не собрался в гармошку. Иначе это будет вообще некрасиво смотреться. Итак, смотрите, вот я подошла к концу своего клапана. Провязываю последние 2 петли. Вот так. Последний столбик. И вот, что у нас с вами получилось. Теперь вот эту петельку, если у вас осталось совсем чуть-чуть ниточки, как у меня, в принципе, да, получается, ее можно размотать, вот, и вытянуть ее полностью вот таким вот образом. Тянем. Вот, вытянули. И теперь с обратной стороны мы вставляем крючок туда же, откуда у нас вышла наша ниточка. И захватываем эту ниточку, сейчас, секундочку, и вытягиваем. То есть есть два вот таких вот способа. Вытягиваем ее полностью до конца и продолжаем вязать соединительные столбики. То есть вот таким вот образом мы ее здесь закрепляем. Вот, видите? Либо можно точно так же, как и здесь, вытянуть сразу весь столбик сюда и потом начать вязать вот отсюда точно так же, вытянув этот же самый столбик, как мы сделали вот в этом месте. Либо мы можем просто продолжить вязать, вытянуть вот так полностью нить, если, конечно, у вас остатки позволяют, то есть осталось совсем чуть-чуть, и продолжить вязать просто соединительными столбиками точно так же за каждую вершину. Вот таким вот образом. То есть у нас здесь нету второй петли, мы вытянули первую, далее вытянули следующую и продолжаем вязать, видите, наши соединительные столбики. Чтобы у нас это все красиво смотрелось, вы можете вот эту петельку вытянуть вот отсюда, вот, то есть из серединки вот этого столбика, и продолжить вязать. Вот, видите? И она у нас закроется клапаном. То есть здесь, в принципе, ничего сложного нету. То есть где вам нравится, там вы вытягиваете эти соединительные столбики и продолжаете вязать. Дальше в каждую вершину по одному соединительному столбику. Сильно столбики не затягиваем, чтобы наше вязание не стянулось. И слабо вязать тоже не советую, это вообще некрасиво очень смотрится. Вот так. Продолжаем вязать до конца ряда. После того, как мы подошли к концу ряда, мы будем закрывать ряд остатками нашей нити. Если у вас осталось еще много, вы можете обрезать. Если мало, можете закрывать и так. Я, в принципе, обрежу, мне нить больше не нужна. Вот так. Вот что у меня осталось. Хвостик, чтобы не распускался. И теперь смотрите, у нас остался вот он наш последний столбик. Вытягиваем рабочую нить полностью. И вот здесь вот находим самую первую нашу вот эту вот воздушную петельку. Самый первый наш соединительный столбик. И вставляем крючок вот таким вот образом. Снизу вверх под вот эту вот нашу вершину. Вот таким вот образом. Захватываем нить и вытягиваем. Видите, мы почти сформировали с вами новую вершину. Теперь с обратной стороны, с изнаночной, мы вставляем крючок под вершину, но таким образом, чтобы выйти в середине вот этого вот нашего последнего соединительного столбика. Захватываем нить и вытягиваем наизнанку. И вот они, наши два хвостика. Теперь их нужно будет спрятать. Спрячутся они очень легко. Вот за вот эти вот наши столбики сзади.
захватываем и вытягиваем. Далее еще несколько петель. Этот хвостик можно спрятать в эту сторону. В общем, это я сделаю потом. И теперь смотрите, вот что у нас получилось. Мы привязали с вами клапан. Вот так вот красиво и аккуратно он у нас смотрится. Вот эти вот края нигде не стянуты. И теперь что мы делаем? Вот эти два маркера мы можем убрать. Это те маркеры, которые мы с вами одевали для привязывания нашего клапана, чтобы не потерять это место. Теперь нам нужно с вами одеть замок и одеть кольца карабины. Вот таким вот образом, то есть чтобы наш отмеченный столбик остался внутри, мы складываем нашу сумку вот так. Далее здесь повторяем то же самое. Отмеченный столбик у нас должен остаться внутри. Вот так. И здесь. Вот таким вот образом, видите? Вот так мы складываем нашу сумку. Здесь, естественно, тоже. Вот эти вот два центральных столбика у нас идут в угол. И вот здесь. Вот так. Вот таким вот образом будет складываться наша сумка. Вот в эти вот места нам нужно будет одеть кольца карабины для нашей ручки и цепочки. Кольца карабины я взяла достаточно большие, 35 миллиметров. В принципе, можно взять и побольше. Пока мы ничего не одеваем, чтобы нам было проще одеть замок. Складываем нашу сумку и вот так вот находим то место, где у нас будет прикалываться наш замок. Замок я взяла вот такой вот, портфельный на зажимах. И вот таким вот образом он у меня будет приделываться. Далее мы прокалываем нашим замочком полотно. Если у вас ножки не короткие, проходят спокойно в полотно, то вот эту вот запчасть мы выкладываем сзади и зажимаем ножками нашу вот эту вот запчасть, чтобы наш замок никуда не бегал. Если у вас ножки короткие, у меня есть на канале отдельное видео, как установить замки с короткими ножками. То есть у нас осталась вот такая вот нить, остатки, да, мы вот так вот выкладываем их. Давайте вот так примерно, да, приблизительно покажу. Между нашими ножками вот эту вот запчасть мы устанавливаем посередине, зажимаем нашими ножками и приделаем к нашей сумке. В принципе, если хотите, вы можете посмотреть это видео, оно находится в плейлисте «Вопрос-ответ». Поэтому переходите на канал, посмотрите, если вам непонятно, если вам неудобно, если у вас совсем очень мало, да, так скажем, торчат ножки вот здесь в вязании, то, конечно, лучше вот таким вот способом присоединить замок. Далее, кольца карабины. Обратите внимание, прокалываем мы не вершину, то есть не вот сюда мы вставляем наше колечко, да, не вот сюда, не под вершину, не между столбиками. То есть вот, смотрите, сейчас я его даже одену. Вот, обратите внимание, как только я потянула, я даже не сильно тяну. А если мы в сумку положим что-нибудь тяжелое, да, то есть, ну, мы обычно очень много всего накладываем в нашу сумку, и обратите внимание, как вытягивается вершина столбика. Кольца карабины нужно одевать, давайте я вам покажу, на соседнем столбике, в середину столбика. Вот таким вот образом, как вот мы вязали с вами в раскол. Вот так. И теперь обратите внимание, я тяну это кольцо, которое одето за вершину, и вот это. Видите, какая небольшая разница, да? Какая здесь дырочка и какой здесь промежуток. Так что имейте в виду, одеваем мы кольца всегда в середину наших столбиков. Так, сейчас я все это дело одену карабины, одену замок и покажу вам результат. Ну что, смотрите, у меня все готово. Я закрепила замок, одела кольца карабины. Вот таким вот образом, обратите внимание. В каждом месте у меня кольцо протыкает именно середину столбика. То же самое и вот в этих местах. Видите, внутри тоже середина столбика. С этой стороны точно так же. Обратите внимание, все в середину. Теперь нам осталось одеть ручки. Ручка у меня вот такая. Как связать такую ручку, у меня есть отдельное видео на канале. Ссылочку я вам ставлю где-нибудь вот в этом углу. Так что переходим, смотрим, вяжем себе такую же ручку, либо используем любую другую, какая вам больше нравится. И теперь смотрите, на вот таких вот карабинах она у меня одевается. Очень просто, легко. И вот так вот это все у нас будет выглядеть. Вот такая вот красота. В принципе, ее можно носить без цепочки. Можно одеть и цепочку. Цепочка у меня обычная, 120 сантиметров, стандартная. Вот на таких вот карабинчиках, звездочках. Вот так вот одеваем. И с этой стороны
Вот так. Все. И можно носить точно так же через плечо. Вот такая вот сумка у нас с вами получилась. Если было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить других видео по вязанию сумок. Ну а на данный момент у нас все готово и можно закругляться. Спасибо еще раз за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.